По вашему мнению, как должна быть устроена пенсионная система в России и что значит пенсия для крестьян? Вообще, что значит пенсия, прежде всего? Исторически пенсия – это необходимый обслуживающий инструмент для индустриализации. То есть, когда, чтобы началась индустриализация всего мира, встал вопрос о том, что молодежь уезжает работать на фабрики, заводы, там, ПТУ, техникум и так далее, родители остаются как бы, а мы-то на что жить будем? И родителям, а вам государство будет платить пенсию. Ну и сначала платило, потом хуже платило, потом все хуже и хуже, потом всех покидали в дрова. И сейчас мы знаем, как это все уже, что, в общем, происходит. И поэтому пенсия, она обслуживающий элемент пенсионной системы, обслуживающий элемент индустриального и постиндустриального мира. Того, чего напридумывали вот эти ученые, то, что сейчас заканчивается благополучно. Вернее, неблагополучно. А пенсия настоящая – это дети. Это всегда так было испокон веку. Родители рожали детей, они жили с ними на крестьянских хозяйствах. Это подавляющее большинство населения было, кроме знати и духовенства. И те были, дети при них были. И детишки вырастали и кормили своих родителей, сыновья. Дочери уходили в другие семьи, а сыновья кормили своих родителей. И никакой другой пенсии нет и быть не может. И сейчас, которые крестьянские собрания возрождаются, уже возродились. И там, чем больше детей рождается, тем легче родителям. Уже через несколько лет дети становятся помощниками. И это и есть их пенсия. И это оскорбительно вообще для детей допускать, что родителям надо где-то еще побираться и где-то еще какие-то там гроши у государства еще где-то брать, оформлять. Это, я думаю, что унизительно должно быть для сыновей. Вот, это вот то, что касается обеспечения родителей пенсионными делами. По-другому может быть только в возвращенном виде, может быть только крупные аферы финансовые, сосредоточение активов пенсионных, потом весь распилы неизбежные, потому что человек жаден, ну и кидало у всех вокруг. Дети пенсии и для крестьян, дети пенсии и для князей, дети пенсии и для духовенства. А вот то, что напридумывали другие работы, водители, офисный планктон, операторы там и прочие, телеведущие, вот там дети не пришли, кобыле хвост. Потому что, ну, там какой толк-то от детей? Их надо куда-то отдавать, чтобы они там другой жизнью какой-то жили. И там, как это любят говорить, вот у нас выпорхнул сыночек уже из нашего гнездышка, уже вырос, улетел там на свою жизнь. И там песни поют певцы об этом, стихи сочиняют поэты, романы всякие пишут о том, что self-made man должен сам все начинать, куда-то уезжать, что-то делать. Приводит пример всяких миллиардеров. Это разводка. Это просто глобальная разводка для того, чтобы люди интегрировались, вываливались из семьи, интегрировались в эту социализацию, в этот поганый мир, который напридумывали для них ученые в рамках индустриального и постиндустриальной деятельности. Почему такие уважаемые люди, композиторы, поэты, писатели? Потому что это все массовая разводка. Массовая разводка лохов, чтобы они двигались туда, куда надо. И поэтому это такие важные люди. Лицедеи всякие, актеры, спортсмены там и так прочее. Пенсионную систему нужно ликвидировать, нужно прекратить всякие выплаты для того, чтобы наступило то последнее поколение, которое кинули, чтобы на этом все остановилось, чтобы дальше уже дети жили с родителями. И уходить, конечно, в посткоронавирусном обществе будущем, которое будет после того, как сейчас все закончится, нужно уходить вообще как от страшного сна, ото всех индустриализаций, и буквально расстреливать во враги тех, кто начнет только говорить о новой индустриализации нового человечества. И, соответственно, пенсионная реформа будет не нужна. Люди будут жить, как жили.